Итак, в этой части мы добавим проект, который будет отвечать за кеширование с помощью Redis. Давайте для старта я создам базовый Redis контейнер. Итак, я создам новый сервис. Это будет абсолютно стандартный контейнер. Единственное, он будет записывать свои данные на диск, чтобы во время рестарта контейнера мы не теряли данные. На будущее я также добавлю общую сеть для наших сервисов, и каждый сервис мы добавим в эту сеть. Также я обозначу, что внешние порты из сети каждого нашего сервиса открыты исключительно для удобства разработки. Я слегка переименую команды в Make-файле и попробую перезапустить контейнеры. Итак, контейнеры работают. Идем дальше. Давайте теперь немного скорректируем конфигурацию наших проектов. В корневой директории Solution я создам файл. Дальше я добавлю его в проектную директорию Solution Items. Главная задача этого файла — это избежание дублирования конфигураций для каждого проекта в нашем решении. Я открою проект Domain, открою конфигурационный файл, я вырежу эту часть и помещу ее в наш главный конфигурационный файл. Дальше в каждом проекте я уберу эту конфигурационную часть, потому что она будет браться из нашего главного конфигурационного файла. Итак, давайте я создам интерфейс для работы с кэшем. Он будет находиться в проекте Application. И создам интерфейс, который я назову iCache-Service. Давайте для старта я пока что создам только базовые методы. Мы будем получать данные из кэша по ключу. Также мы будем сохранять данные в кэш. Мы будем передавать уникальный ключ, данные. И необязательный параметр — это время жизни записи. То есть, если мы не будем передавать время жизни записи, то кэш-сервис должен установить его автоматически на какое-то дефолтное значение. Также для старта создадим метод, который будет удалять значения из кэша по ключу. Позже у нас появится несколько методов для того, чтобы очищать кэш после пагинации, но оставим это на потом. И дополнительно я создам класс, в котором будут содержаться ключи. Пока что я помещу здесь только один ключ, но в последующем мы будем его расширять. Итак, приступим к конфигурации нашего кэш-сервиса. Я пока что закрою интерфейс и класс с ключами, перейду в проект ASP.NET, проект API, и здесь я добавлю connection string для Redis. Давайте я проверю порт. Порт совпадает, все отлично. Итак, мы переходим к Redis проекту. Необходимо установить зависимость на проект Application. Я установлю библиотеку Redis. И также в проект Application я добавлю еще один пакет. Нам это понадобится для того, чтобы правильно передавать конфигурацию из проекта ASP.NET. Теперь в нашем проекте Cache-сервис я создам класс. Он будет internal, будет наследоваться от нашего интерфейса iCache-сервис. И пока что я оставлю его без имплементации. Создам еще один класс. Это будет наш стандартный класс для конфигурации проекта. Мы примем сервис и примем конфигурацию. Теперь мы зарегистрируем соединение с Redis. С помощью Singleton мы создаем одно соединение на все время работы и открываем физическое соединение с Redis. Connection String мы берем из нашего проекта API. Теперь мы зарегистрируем реализацию кэш-сервиса, также с помощью Singleton, и вернем сервис. Теперь я перейду в проект API, установим связь, перейдем в файл Program и зарегистрируем кэш-сервис, в который мы передадим конфигурацию. Теперь мы можем перейти непосредственно к имплементации методов кэш-сервиса. Итак, в первую очередь нам нужно установить соединение с Redis. Мы добавим для этого специальный интерфейс, и из соединения мы возьмем ссылку на базу данных. Давайте я начну с метода get. Мы делаем асинхронный запрос к Redis по переданному ключу. Если значение не найдено, мы возвращаем пустой результат, но в том случае, если значение найдено, мы его десериализируем. Теперь реализуем метод для сохранения значений в кэш. В первую очередь мы превратим переданный объект в строку. Теперь мы сохраним строку в Redis. Мы передадим ключ, объект в виде строки и время жизни. Но так как время жизни является необязательным параметром, мы должны определить дефолтное значение. Пусть это будет 10 минут. В идеале это значение можно вынести в конфигурационный файл проекта ASP.NET, но мы для упрощения оставим просто как есть. И теперь мы реализуем метод удаления значения из Redis по ключу. Если значение будет найдено по переданному ключу, оно будет удалено. Теперь мы перейдем в наш проект Application, директория Use Cases, директория Categories, директория Queries, перейдем в Handler, и после получения результата из базы данных мы запишем его в кэш. Добавим интерфейс Cache-сервис, вызовем интерфейс, откроем наши ключи, передадим ключ и передадим значение.
И также в начале, прежде чем сразу искать значения в базе данных, мы проверим, нет ли их в кэше. Мы передаем тот же ключ, и если значения найдены, мы сразу возвращаем результат. И только если значений нет по переданному ключу, мы идем в базу данных. Итак, давайте я попробую запустить приложение, и мы наглядно протестируем, работает ли кэш. Почищу консоль, открою браузер, выполню запрос для получения всех категорий. Мы видим в режиме разработки, что произошел SQL-запрос для получения всех категорий. Я еще раз почищу консоль и выполню запрос. И больше мы не видим SQL-запроса. Мы видим, что список категорий берется из кэша. Мы перейдем в Use Cases, перейдем в Listings, перейдем в Queries, и у нас есть запрос, который называется Get All by Category ID. Давайте реализуем логику кеширования. Для начала я создам нестандартный префикс, который будет получать ID категории. И напишу еще один префикс для пагинации этого запроса. Чуть позже станет понятно, зачем мы делим их на два метода. Итак, перейдем к хендлеру. Давайте для начала создадим ключ. Мы передадим категорию, номер страницы и размер страницы из запроса. Теперь я подключу кэш-сервис и проверю, нет ли в кэше результата по переданному ключу. Если результат в кэше найден, мы вернем его в endpoint. Если результат не найден, мы выполним запрос к базе данных. И в конце, когда будет сформирован респонс, мы сохраним его в кэш. Передадим ключ и результат. Теперь давайте правильно обработаем логику создания листинга. При создании листинга мы проверяем в базе данных, существует ли категория по ID. Давайте это слегка модернизируем. И если категории есть в кэше, мы проверим их сперва в кэше, прежде чем будем делать SQL-запрос к базе данных. Так как категории меняются очень редко, таким образом мы уменьшим количество SQL-запросов при создании листингов. Итак, если этот список существует, мы пытаемся найти в нем категорию по ID. Но если кэш по переданному ключу не существует, мы выполним запрос в базу данных. Важно будет подметить, что во время создания новой категории необходимо почистить кэш. И после успешного создания листинга нам необходимо удалить все листинги вместе с пагинацией. Для этого я перейду в интерфейс Cache-сервис и создам здесь дополнительный метод. Теперь я перейду в реализацию кэш-сервиса и добавлю этот метод. Но здесь важно будет добавить, что все же должны удалить не все листинги из кэша, а только листинги той категории, которую мы использовали при создании листинга. Так, давайте я быстро напишу реализацию этого метода. Получаем список всех сетевых узлов Redis, получаем наш сервер. Дальше мы ищем ключи, совпадающие с префиксом, и выполняем пакетное удаление найденных значений. Теперь я вернусь в хендлер, который отвечает за создание листингов, и мы вызовем этот метод. Мы используем ключ-префикс без номера страницы и размера страницы. Мы удалим все листинги из кэша, у которых переданная категория. Итак, давайте теперь, чтобы наглядно протестировать работу Redis, я открою файл Docker Compose и установлю дополнительный сервис. Это будет Redis Commander. Тут все абсолютно стандартно. Мы запустим все сервисы. Я запущу наш проект. Я перейду в браузер, открою Redis Commander, и мы видим в кэше список всех категорий. Я возьму ID категории, получим все листинги переданной категории первой страницы размером 3 элемента. Обновлю Redis Commander, и мы видим записанные листинги в кэш. Получу размер страницы 2 элемента, и мы также видим список из 2 элементов. Теперь я возьму другое ID категории и также получу все листинги для этой категории. Обновлю Redis Commander, и мы видим список листингов для другой категории. Итак, я возьму ID первой категории и попробую создать листинг. Я передам это ID, передам цену, выполню запрос. Итак, листинг создался, и кэш из листингов для этой категории, для первой страницы размером 2 элемента и 3 элемента должен пропасть. Давайте проверим. Итак, этот кэш удалился, все работает отлично, в то время как кэш листингов для другой категории остался в Redis. Теперь у нас появился Redis, и нам необходимо поправить тесты. Я перейду в проект интеграционных тестов, открою класс Application Factory, добавлю подмену подключения к Redis. Итак, создаем новое соединение, получаем connection string, получаем соединение, разрешаем опасные серверные команды и возвращаем новое подключение. Также я напишу реализацию метода для сброса кэша между тестами. Создадим scope, получим сервис, обойдем все узлы, получим объект администрирования для текущего узла и полностью очистим базу.
Теперь перейдем в базовый класс и вызовем сброс кэша. Так, теперь давайте я попробую запустить наши тесты. Тесты отработали, все отлично, на этом все. Давайте я проверю код.